Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео хочу поделиться с вами своими впечатлениями о товарах для ногтевого сервиса. Сейчас на своих экранах вы видите фотографии тех товаров, о которых пойдет речь в данном обзоре. И если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Начать мне хотелось бы с товара, который предназначен для хранения и демонстрации монет либо медалей. Но я посчитала, что в такой рамке было бы неплохо демонстрировать дизайны для ногтей. Примечательно то, что рамка с прозрачными вставками. И вот эта вставка, она растягивает и принимает форму того предмета, который вы поместите в эту самую рамку. Если в рамку поместить объемный предмет, то со временем вот эта прозрачная пленка, конечно, растянется. Ее легко привести в первоначальный вид путем обдува теплым воздухом при помощи фена. Вот таким образом типсы разместились в рамке. На мой взгляд, довольно презентабельный вид, и к тому же на типсах не скапливается пыль. Изначально типсы в ряд я прикрепила к двустороннему скотчу и затем уже такими рядочками установила в саму рамку. В противном случае при открывании рамки все эти типсы, скажем, перемешиваются. Рамка квадратная, 18 на 18 сантиметров, толщина 2 сантиметра. Конечно, поставить рамку можно, но она очень неустойчива. У продавца заявлено, что вместе с рамкой идут еще и подставки, но, к сожалению, ко мне не пришли эти самые подставки. Также я решила в эти рамки поместить свои конкурсные работы. Тут я показываю одну из своих конкурсных работ, она с объемными элементами, и вот в эту рамку отлично эта работа помещается. Мало того, вот эти объемы абсолютно никак не мешают рамке закрыться. И заметьте, все 3D элементы отлично просматриваются под определенным углом. Отдельно подставки для этих рамок я нашла на AliExpress, так как не смогла связаться с продавцом Валберес. Ну и также представлены и на AliExpress, и на Валберес рамки поменьше размером, но в них мало помещается типс, и уж конкурсные работы тем более не помещаются. Если у вас есть стена почета с грамотами, дипломами, сертификатами, то присмотритесь к винтовым самоклеющимся крючкам. В наборе 10 штук, товар довольно бюджетный, но при этом сверлить дыры больше не придется. Данный крючок-винт отлично клеится на гладкую ровную поверхность. И уже на вот этот вот самый винт можно повесить картину, рамку. Вот как раз таки рамку, которую я показывала ранее, также можно повесить на вот этот самый крючок. Следующий товар – щетка-сметка. Данная щетка используется в процессе маникюра для смахивания опила. В держатель щетки можно просунуть как один, так и два пальчика, но тут, конечно, все зависит от толщины самих пальцев. Сама щетка легкая, щетинки, не скажу, что прям очень мягкие, тем не менее, они отлично справляются со своей задачей и ничего не царапают, но какого-то такого дискомфорта, во всяком случае, я не ощущаю при использовании данной щетки. Очень давно на AliExpress я заказала подобную щетку и жалею до сих пор, что тогда заказала только одну. До сих пор эта щетка остается моей любимицей. После стерилизации можно прикрыть щетинки специальной крышкой. И тут универсальный держатель, так как его очень просто установить между пальцев, между любых пальцев, да, то есть какие вам больше нравятся, как вам больше удобно. И все, то есть эта щетка держится, не падает, то есть очень комфортно ею работать. Ничего снимать, одевать не нужно, то есть пальцы продевать, да, не нужно. Просто зажали между пальчиков и все, и работаете. К большому моему сожалению, такой щетки до сих пор ни на AliExpress, ни на других платформах нет. Надеюсь,
кто-нибудь из производителей посмотрит это видео и решит сделать такие щетки. Дальше речь пойдет о лампе для маникюра с ультрафиолетовым свечением. Данная мини-лампа с прищепкой, и вот прищепку можно установить на предмет, ну, либо на столешницу толщиной до 5 сантиметров. За счет металлической гибкой ножки вы сможете установить лампу именно так, именно под тем углом, который вам нужен. Длина кабеля 1 метр 44 сантиметра. И тут у нас USB разъем, который можно подключить к блоку питания, либо к компьютеру, либо к пауэрбанку. В кабель встроена кликабельная кнопочка, она тут одна, вкл, выкл, переключение режимов, в общем, все управление через вот эту вот одну кнопочку. Данная лампа облегчает именно предварительную промежуточную просушку дизайнов, либо при наращивании на верхние формы, либо при наращивании, скажем так, гелевыми типсами. Лампа имеет 4 режима яркости. При включении мы получаем самый яркий режим. Ну а далее, нажимая на одну кнопку, по убыванию. Мощность лампы 5 Вт, и этого вполне хватает для того, чтобы прихватить материал. Следующий товар – книпсер для маникюра и педикюра. Если честно, изначально даже не собиралась делать данными кусачками маникюр или педикюр. Приобретались данные книпсеры именно для того, чтобы убирать длину искусственного материала, то есть нарощенных ногтей. Тут большой угол раскрытия, и за счет этого можно без проблем подлезть даже под арочную форму нарощенных ногтей. Кусачки очень острые, сделаны из сверхпрочной нержавеющей стали. Их удобно держать в руках. Я не скажу, конечно, что они прям совсем маленькие, но для вот такого функционала, в принципе, они не громоздкие. В руке держать комфортно, со своей задачей справляются просто на ура. Я очень довольна данной покупкой. Конечно, на торцах у нас нет такого вот прям толстого слоя, но мне просто хотелось показать, насколько легко данные кусачки справляются с этой задачей. Дальше речь пойдет о двух пинцетах обратного действия. У первого пинцета тип носика прямой, выполнен из нержавеющей стали, длина пинцета 16,5 сантиметров. На рукоятке есть деревянные вставки, сам пинцет отличного качества, полотна смыкаются, ну вот прям тютелька в тютельку. Следующий пинцет зажим чаще всего мастерами используется для поджатия арки, то есть для создания такого S-изгиба. Этот пинцет также выполнен из нержавеющей стали. К качеству предмета у меня абсолютно нет никаких вопросов. Отлично поджимает, пинцет замечательно справляется со своей задачей, хорошо удерживает, что-то хорошо цепляет. Полотна также вот прям один в один, очень четко зажимаются, то есть нет абсолютно никаких зазоров, нет никаких перекосов, все отлично. Мне эти пинцеты нужны были для работы со слайдерами. Вот если вы помните, там, пару лет назад, а может быть даже и больше, как-то мы с вами делали такие вот слайдеры из фольги. Вот у меня тут в коробочке остались такие вот остатки. До сих пор эти слайдеры можно использовать. Они такие же пластичные, такие же, вот, собственно, абсолютно за это время не испортились. То есть они хранятся уже, я не знаю, по-моему, больше 2 лет. Ну и вот эти самые пинцеты как раз и брались для того, чтобы работать с подобными слайдерами. Следующий товар – виниловые перчатки. В коробке 100 штук, то есть 50 пар. Это одноразовые, неопудренные, прозрачные перчатки. Для мастеров ногтевого сервиса перчатки – это очень быстро расходуемый материал.
На коробке есть мерная шкала, по которой можно определить размер подходящих вам перчаток. Но я знала, что мне лучше и комфортнее работается именно в перчатках размера М, собственно, именно поэтому я такие и заказала. Сами перчатки тонкие, но довольно прочные, абсолютно прозрачными, конечно, их назвать нельзя, но они такие полупрозрачные. И по качеству, и по цене перчатки меня вполне устроили. Единственное, помните, что виниловые перчатки не так сильно тянутся, как нитриловые перчатки, поэтому при заказе нужно подобрать правильный размер. Но если вдруг так получилось и перчатки вам велики, поможет в этой ситуации защитная лента для пальцев. Если у вас часто рвутся перчатки, да и вообще для того, чтобы просто защитить свои пальцы от повреждений инструментами, присмотритесь к данному недорогому товару. В принципе, он с этими задачами отлично справляется. Лента отлично тянется, один отрез можно использовать многократно, да и вообще в хозяйстве такая штука пригодится точно. Зрители, которые меня давно смотрят, знают, как я люблю стемпинг. И тут вот не обошлось без него. Прикупила себе штампик прямоугольный и несколько подушечек. Штампик прямоугольный, небольшой, 2,5 на 3,5 сантиметра. Подушечка упругая. Ну, примечательно то, что у этого штампика есть крышечка. Такие штампики чаще всего я использую при работе с втирками и пигментами. И вот тут очень удобно то, что вот сделали стемпинг, сделали втирку, либо пигменты, закрыли крышечку, и штампик, в принципе, можно не очищать от втирок или от пигментов. Просто когда мы наносим втирку либо пигменты на подушечку штампа, как правило, подушечка после этого мутнеет. Поэтому сразу взяла себе сменную подушечку, ну, пускай лежит вот так вот про запас. А в коробочке, кстати, впоследствии можно хранить какую-нибудь мелочевку. Ну и, конечно же, для своих двойных штампов я заказала сменную подушечку диаметром 4 сантиметра. Двойных штампов у меня много, просто периодически меняю вот эти вот верхние прозрачные подушечки для того, чтобы был хороший обзор, хорошая прозрачность в работе. На самом деле это очень важно. Данная подушечка отлично подошла к корпусу моего старенького двойного штампа. Хорошо держится, не проваливается. Сама подушечка довольно упругая, не могу сказать, что она очень липкая. Также вместе со штампиком продавец приложил такой вот скрапер, он небольшой, тоже довольно такой упругий, то есть нельзя сказать, что он прям очень активно гнется. И борта у этого скрапера довольно толстые. Конечно же, все приобретенное я протестировала в стемпинге, и штампик, и сменная круглая подушечка отлично справились со своей задачей. Рисунки отпечатываются замечательно. Я-то думала, что за время, пока я не снимала видео, не работала, уже навыки, скажем так, у меня растерялись, но нет, все хорошо, все отлично. Ну, а Сванки Стемпинг молодцы, отличное качество. Нужно будет посмотреть у них какие-нибудь интересные пластины для стемпинга. Следующий товар – это набор акриловых маркеров для создания дизайнов на ногтях. В наборе 12 штук, из них один серебристый, один золотистый. Толщина стержня 0,5 мм. На корпусе маркеров есть инструкция по применению. Их нужно немножко взболтать, там внутри есть такой металлический шарик, он слышен и чувствуется. Вот. И затем на бумажке мы, скажем так, вдавливаем стержень, не бойтесь, вот ничего не случится, ну прям сильно, конечно, давить не нужно. И делаем это до того момента, пока не начнет из маркера поступать сама краска.
У продавца также представлены подобные маркеры с толщиной стержня 0,7 мм. Но я думаю, что вот 0,7 это уже прям толстовато. 0,5 мне кажется вот самое то. Ну, если вам не понравилось художество на ваших ноготках, то данные маркеры легко можно удалить с ногтевой пластины при помощи ацетона содержащей жидкости. И на глянцевую, и на матовую поверхность маркеры замечательно ложатся, то есть никаких проблем у меня с ними не возникло. К тому же меня порадовала их пигментация. Но вот даже у перманентных маркеров такой пигментации я не встречала. Вот, пожалуйста, черный типс и желтый маркер. Ну вот куда еще лучше? Также и золотистый, и серебристый маркер отлично смотрится на темном фоне. Есть на моем канале видео с темпинг маркерами обычными. Ну вот этими маркерами, кстати, тоже абсолютно спокойно можно делать стемпинг. Ну и тест на смазывание. Дизайны мы перекрываем гель-топами. И вот тут я решила проверить, будут ли данные маркеры смазываться. Ну вот, как вы сами видите, уж что я там только не вытворяла кисточкой, маркеры никак не смазываются. Единственное, им нужно дать подсохнуть минут 5 где-то примерно. Следующий товар – этажерка узкая на колесиках. Полочки у этажерки пластиковые, но вот перегородки, они из нержавеющей стали, поэтому этажерка очень уверенная, прочная, то есть конструкция такая не шатается, никуда не перекашивается, на колесиках отлично ездит туда-сюда, и к тому же тут вот в комплекте идут еще такие вот крючки. По заявлению продавца, каждая полка у этажерки выдерживает 5 килограмм. То есть тут 3 полочки, в принципе, получается 15 килограмм. Ну, у меня не получается вот прям вот 15 килограмм загрузить. Тем не менее, ну, могу сказать, что вполне эта полочка выдержит. Очень удобно, когда нужно, подкатили тележку к столу, на столе свободного места больше, а тем не менее все, что нужно, под рукой. Ну и крайний товар в этом обзоре – силиконовые шаблоны для верхних форм. Тут в коробочке 4 вида по 12 штук. В комплекте идут 2 зажима для фиксации этих самых форм. В принципе, эти формы предназначены для формирования улыбки в верхних формах, ну, то есть для создания такого дизайна, как френч. Зажимы не внушают особого доверия, вот какие-то они такие хлипкие, тем не менее, как ни странно, со своей задачей они справляются. Формы многоразовые, каждый вид представлен на отдельной подложке, и на каждой форме есть номер. Помимо подложки, каждый силиконовый шаблон также вот с такой вот пленочкой, которую нужно, конечно же, снять перед применением. Вот эти вот 4 вида друг от друга отличаются, скажем, глубиной улыбки и остротой улыбки. Я взяла арочную верхнюю форму, номер 3, и к этой форме подбираю вот этот вот шаблон также под номером 3. Так как шаблон силиконовый, он замечательно гнется, складывая его пополам, для того, чтобы получился такой уголок. И вот уже вот этот уголок вставляю в форму, именно на ту длину, которая мне нужна. Придерживаю пальчиком кончик и уже, скажем так, полностью распределяю вот этот шаблон по верхней форме. На мой взгляд, шаблон отлично и сам держится на форме. Ну, давайте на всякий случай все-таки прицепим вот эту вот прищепку, зажим, который идет в комплекте. В итоге этот зажим не сколько зажим, сколько вот держатель. Как оказалось, просто очень удобно держать вот эту вот форму вместе с шаблоном за вот этот вот самый зажим. Улыбку я решила выложить белым гелем, жидким.
И так как это жидкий материал, мне было очень интересно, не затечет ли он под форму, под шаблон. Отправляю всю эту конструкцию в лампу, и после полимеризации шаблон нужно убрать. На мое удивление, шаблон очень легко отошел от формы, потянуло за язычок, и он отошел. При этом сам шаблон остался чистым. Я не могу сказать, что вот материал я как-то очень аккуратно наносила, и мне казалось, что я даже где-то на шаблон заходила. Тем не менее, вот все отошло, и вот, вот это вот такой вот промежуточный результат у нас получился. Ложе я решила выложить полигелем. Тут очень много материала наложила, я знаю. Мне нужен был такой вот толстый типс для того, чтобы показать вам, как работают замечательно кусачки. Немного распределила, там вот так, чтобы прям вот везде было, и побольше, побольше, и отправляю на полимеризацию. Удаляю липкий слой, и вы знаете, учитывая то, что шаблонами я вот пользовалась первый раз, еще и под камеру, ну, как по мне, результат неплохой. Для меня френч это не простой дизайн, а уж выкладной это точно, ну, совсем не про меня. Но, думаю, теперь я еще вот поэкспериментирую, еще потренируюсь и буду как-то вот пробовать свои навыки в этом направлении улучшать. Кстати, после использования шаблон можно установить на подложку, ну, потом эту подложку в коробочку и вот таким образом и хранить. Хочу пригласить вас на свой Рутуб канал, на свой Дзен канал. Там я видео публикую намного раньше. И если вам не безразлично мое творчество, пожалуйста, поддержите меня там под любым видео в комментариях, поставьте плюсик, мне будет очень приятно. А вам, как всегда, я желаю всего самого наилучшего. До скорых встреч!